Здравствуйте. Вокруг нас много тайн и много загадок. Это и загадки науки, это и тайны Вселенной, это и природа человечества, кто мы такие, откуда мы взялись и куда идем. Это загадки человеческой истории, странные события, удивительные тайны. Но, возможно, самое удивительное, что существует универсальный ключ. Существует ключ от всех дверей. Существует история невероятно короткая, которая дает возможность через нее разгадать все остальное. Об этой истории сегодня у нас и пойдет разговор. Есть Талмуд, сборник произведений, которые все крутятся вокруг библейского текста, или того, что мы называем Ветхий Завет, еврейский Танах. И там есть один очень короткий мидраш, так принято назвать историю из Талмуда. Короткий невероятно. Когда 4 раввина зашли в Пардес, а Пардес – это сад, и так принято называть текст, библейский текст. 4 раввина зашли в Пардес. Первый раввин умер, второй раввин сошел с ума, третий стал рвать ростки, и только четвертый, Раби Акива, вышел с миром. И казалось бы, какая-то рассказка про каких-то раввинов. Но только сами евреи, изучающие Талмуд, считают этот мидраш чуть ли не самым главным во всей истории Торы. Почему они его считают таким? Объяснений нет. Принято так считать. С древности повелось, что он главный. Да, он рассказывает о Пардесе. Пардес, опять же, учение о 4 смыслах, о том, что, оказывается, там в Торе есть 4 скрытых смысла. Но что это за смыслы? Толкования, которые дают евреи, они наподобие Талмуда. Настолько же непонятные и настолько же нелогичные. Но, тем не менее, 4 раввина, которые зашли в Пардес, в текст. Один из них умер, второй сошел с ума, третий рвал ростки, четвертый вышел с миром. Смотрите-ка, есть одна вещь, которая очень, оказывается, неплохо описывается именно этой последовательностью. И эта вещь – это то, что вы сейчас делаете, когда меня слушаете. Это то, как работает мышление, то, как работает понимание. Дело в том, что когда вы слышите какую-то фразу, да и вообще воспринимаете абсолютно любую информацию, то обработка этой информации проходит 4 стадии. На первой стадии, предположим, мы имеем дело с текстом. Мы должны отказаться от буквального значения слов, потому что за каждым словом стоит множество значений, и какое именно сейчас в этой фразе сработает, мы пока не знаем. Мысль изреченная есть ложь, и пока то, что мы слышим, просто набор звуков, складывающихся в какие-то слова. Какие и какой за ними смысл? А вот какой за ними смысл, нам начинает подсказывать вторая стадия. Когда мы берем и каждое слово раскладываем на возможные варианты значения, варианты смысла. И эти смыслы, многие смыслы слова, оказываются безумные, потому что в любом контексте, в любой точке зрения, можно взять и истолковать любое слово и получить его трактовку в этом контексте, которая, как правило, это просто сошествие с ума. Так подождите, второй раввин у нас и сошел с ума. Первый умер, мы отказались от буквального понимания, второй сошел с ума. Потом мозг начинает складывать вот эти вот трактовки в некие разумные цепочки, которые за собой влекут какой-то смысл. Пока это не финальный смысл, но пока это что-то, что складывается, что выросло. Так третий и рвал ростки. А потом появляется финальная цепочка, в которой складываются все слова вместе и которая и дает нам понимание смысла фразы. Так подождите, это и есть «выйти с миром». И оказывается, что этот мидраш неплохо ложится на алгоритм понимания речи. Конечно, вы скажете, что это может быть совпадением, и что навряд ли
тогда древние евреи об этом знали или имели в виду. Может быть, и знали. Ничего мудреного в этом алгоритме нет. Но это ли они хотели сказать? Конечно же, это вопрос. Давайте мы сделаем расследование. Дело в том, что у нас есть подсказка. Это же не единственный мидраш. Есть окружающий его текст. И этот текст невероятно странный. Он странный настолько, что понять его решительно невозможно. Но мы предположим, что та гипотеза, которую мы выдвинули, о значении вот этого мидраша, предположим, что эта гипотеза верна, и значит, она должна дать ключ к пониманию всего остального текста, потому что если мы правы, то должен быть последовательный рассказ, который связан именно с этим, и который это дополняет, поясняет, расшифровывает. Более того, вы знаете, я об этом много говорю, есть вечная подсказка. В таких историях всегда все имена говорящие. А это значит, что если нам там в тексте встретятся какие-то имена, то значения этих имен должны будут в точности совпадать с ролью этих явлений там по тексту. Ну что же, нам остается только проверить. Но давайте сначала все-таки. Давайте сначала лучше поймем, о каком алгоритме идет речь. Когда-то я запрограммировал этот алгоритм понимания речи, понимания текста, создав контексты и точки зрения, в которых осуществляются преобразования, трансформации, где склеиваются цепочки, и в итоге получается смысл. Вот посмотрите, как это выглядит. Давайте начнем с хрестоматийного «мама мыла раму». Казалось бы, чего проще. Но если мы сделаем первый шаг, откажемся от буквального понимания, то вдруг обнаружится, что мама-то, конечно, это мама, а вот мыло – это одновременно может быть глагол «мама мыла», а может быть одновременно это множественное число от слова «мыло». Вот они, мыло. А может быть, это родительный падеж от слова «мыло». И тогда получается «мама мыла», мама, которая родила мыло. Более того, и слово «раму» тоже преподносит нам сюрприз. Потому что оказывается, что кроме рама, оконная рама, есть еще остров Рам. И вот этот топоним, оказывается, в дательном падеже тоже дает раму. И теперь мы можем по-честному сойти с ума. Вот, оказывается, какие у нас могут быть значения. Теперь что надо сделать? Начать рвать ростки. Приступим. То, что произошло, это были склеены все возможные цепочки в разных контекстах, которые нам показали, что может произойти вот с этими словами. Если у нас есть мама, то мама – это может быть объектом, неким явлением. Но если она стоит в именительном падеже, то оказывается это субъект, то есть тот, кто действие совершает. А может быть и объект – это тот, над кем действие совершают, но для этого должен быть другой падеж, это уже с другими словами будет. Вот такие трансформации, когда слово превращается в какой-то объект, субъект, в действие. Потом оказывается, что можно к нему склеить другие слова, которые его дополняют, уточняют. Вот посмотрите, это и есть те варианты, которые возникают. Рвать ростки. А вот дальше у нас вдруг складывается некая итоговая цепочка. И вот эта итоговая цепочка со всем ее порядком, как она сформировалась, дает вот такие вот расшифровки. И оказывается, что в нашем случае существует две таких цепочки. Давайте теперь посмотрим это немножко по-другому. Итак, у нас есть исходный текст, который должен умереть. Затем мы должны сойти с ума, взяв множественные значения. Затем мы начинаем складывать вместе, получать ростки и рвать эти ростки. А затем обнаруживается цепочка, которая дает нам смысл, который оказывается адекватен. Вот тогда мы выходим с миром, выходим с последовательностью. Запомнили это? Тогда теперь идем в текст. Чтобы нам было интереснее туда, в этот текст идти, сделаем две вещи. Первое – это воспользуемся переводом, нормальным переводом. Что я имею в виду?
текст настолько сложный и непонятный, что, чтобы его читать, евреи его разбавляют. Вот посмотрите, как это выглядит. Вот то, что жирным, это оригинальный текст, а то, что не жирным, это комментирующие вставки, без которых этот текст абсолютно непонятен. Ну, понятно, что когда этих комментирующих вставок больше, чем оригинального текста, то читать это уже себя не любить, потому что это не исходная мысль, а это что-то такое там перевернутое. Но у нас же есть оригинал на арамейском языке. А сейчас, слава богу, у нас есть мощнейшие системы, вот эти большие языковые модели. Мы воспользуемся системой Grok. И попросим ее перевести нам с арамейского языка на русский. Я специально дальше буду пользоваться этим переводом, не меняя в нем ничего, чтобы вы меня не заподозрили в каком-то мухляже и подгонке. Но дальше, чтобы было проще следить за текстом, там, где мы встретим какие-то имена, я их выделю и в скобочках поставлю перевод с иврита или с арамейского этого имени, а дальше еще в скобочках толкование, что же это имя означает. И вот теперь, когда мы готовы, пойдемте в текст. Вот уже знакомый нам мидраш. Раввины учили. 4 вошли в Пардес. Бен Азай, Безома, Ахер и Раба Акива. Сказал им Раби Акива: когда дойдете до плит чистого мрамора, не говорите вода, ибо сказано, говорящий ложь не устоит перед глазами моими. Бен Азай заглянул и умер. О нем Писание говорит: дорога в глазах Господа, смерть святых его. Бен Зома заглянул и повредился разумом. О нем Писание говорит: нашел ты мед, ешь, сколько тебе достаточно, чтобы не пресытиться им и не извергнуть его. Ахер срезал насаждение. Раба Акива вышел в мире. Нашел ты мед, ешь, сколько тебе достаточно, чтобы не пересытиться им и не извергнуть его. Нашел ты какой-то смысл в какой-то точке зрения, в каком-то контексте, ты должен съесть ровно столько меда, чтобы насытиться, не больше и не меньше. Это означает, что то, что сложилось в контексте, должно быть идеально, то есть должно быть знакомо. Проверяется это как? Сравнивается с памятью. Если то, что мы увидели, мы знаем, значит, это может иметь место быть. Не факт, что, но может. Съешь столько меда, сколько тебе надо. Чтобы не многословить, параллельно смотрите на экран и следите за тем, что имена персонажей, их перевод совпадает с их значением. Кроме того, безусловно, в тексте важны все фразы, все мелочи, но не на все у нас будет время, чтобы подробненько обсудить. Поэтому то, что пропущено, будет курсивом разобрано там, ниже под текстом. Обращайте туда внимание, ставьте на паузу, чтобы не обвинять меня, что я что-то пропустил или не договорил. А теперь смотрите-ка, что идет дальше. Дальше идет текст. Как принято говорить, без пол-литра не поймешь. Вы только посмотрите на этот текст. Спросили у Бензомы: что с кастрацией собаки? Он ответил: и в земле вашей не делайте этого. То есть все, что в вашей земле, не делайте. Спросили у Бензомы: дева, которая забеременела, дозволено ли первосвященнику? Следует ли нам опасаться слов Шмуэля, который сказал: я могу совершать множество сношений без крови? Или, может, слова Шмуэля редки? Он ответил: слова Шмуэля редки. И мы опасаемся, что она могла бы забеременеть в бане. Согласитесь, прекрасно. Но это типичный Талмуд. Практически все тексты Талмуда выдержаны вот в таком стиле. Но мы-то знаем, о чем разговор. Поэтому давайте-ка теперь следим. Спросили у Бензомы. Спросили у тех самых множественных трактовок в контексте, который повредился умом, который сошел с ума, у которого шизофрения. Что с кастрацией собаки? Собака – символ смысла. Кастрировать собаку значит лишить ее продолжения, потомства. Надо ли нам, спросили его, остановиться на тех смыслах, которые получились
при первой вот этой итерации. У слова какие-то значения, мы эти значения привели, и все. Нет, не все, говорит он. Нельзя в этих землях кастрировать собак. Да и ни в каких, говорит он, нельзя. Вот смотрите, мама мыла раму, берем мама. Мама не тянется у нас так до конца, оставаясь мамой. Она превращается в определенном контексте, в контексте объекта, она превращается в объект. То есть, когда мы обнаружим, что в этом контексте мама приемлема, то в этот момент имя самого контекста, как понятие, добавляется в информацию. И появляется объект. Объект в контексте субъекта, то есть того, кто совершает действие, превращается в трактовку, которая там узнается, и появляется теперь субъект. И вот появляется субъект мамы, то есть тот, кто может совершать действия. Каждый раз рождается новый смысл. Поэтому нельзя собаку кастрировать не там, не где-то и еще. Потому что, что бы у нас ни появилось, какое бы новое понятие ни возникло, оно может привести к рождению еще других. Это называется рекуррентный процесс, когда новая информация появляется, добавляется, и на основе нее складывается и получается еще что-то новое. И так мы это добавляем, пока не сварим то, что нам надо. Так вот, об этом-то и идет здесь разговор. Причем дальше, смотрите, спросили Бензома, дева, которая забеременела, дозволено ли первосвященнику? То есть, переводим на русский, можно ли любой частично сложившийся, то есть уже беременный, но еще не родившийся, смысл объявлять результатом, отдавать первосвященнику главному? Нет, нельзя. И приводит цитату Шмуэля: «Я могу совершать множество сношений без крови». Шмуэль – его имя, которое подобен Элохиму. Я напомню, что есть Яхве Элохим. В русском языке Элохим – это Бог, Яхве – это Господь. Им соответствуют два таких явления. У меня об этом есть отдельное видео. Элохим – это конкретный код, конкретное значение. То, что возникает внутри контекста. Вот возник код. Или то, как мы обзываем потом имя этого контекста. Это все код, код, код. А вот когда этот код начинает распространяться, волна вот расходится по коре мозга, Яхве, у которого нет собственного имени, в этот момент появляется его многозначность. Он теряет свою однозначность, и в этот момент у него может быть разные трактовки в разных контекстах. Вот когда мы говорим Шмуэль, это который подобен Элохиму. Это о неком коде результата. И вот он говорит о том, что может совершать множество сношений без крови. Может быть, много промежуточных смыслов, которые так и не дадут результата, которые так и останутся девственными. А теперь слова Шмуэля редки, и мы опасаемся, что она могла забеременеть в бане. Слова Шмуэля редки. Когда у нас что-то складывается в контексте, появляется новое понятие. Это и есть слово Шмуэля. Но далеко не все слова Шмуэля приведут к формированию итогового смысла. А в основном то, что появляется, видите, вот эти ошметочки, кусочки фраз, которые не дадут результата. Это называется коллизия. Когда просто что-то совпало, это совпадение, случайное совпадение, дало правдоподобный результат, но этот результат не есть ответ. Это результат случайной связи. Вот случайная связь – это и есть беременность в бане. Но разве не сказал Шмуэль? Любое семя, которое не выпускается как стрела, не оплодотворяет. Но изначально оно выпускалось как стрела. Согласитесь, это решительно невозможно понять, если воспринимать это буквально. То есть нет, есть некое буквальное значение, но к чему и зачем оно? Но в данном случае Шмуэль, тот смысл, который должен у нас сложиться, он утверждает, что фраза, которая говорится, она выпущена как стрела, где каждое слово будет участвовать в формировании этого смысла. Вот оно, семя, выпущенное как стрела. Фраза, где слова – это семя, которые должны выстроиться в цепочку, где все будет задействовано, прямая как стрела. Но изначально оно выпускалось как стрела. Смотрите-ка.
Ведь у нас идет разговор о тех коротких цепочках, которые возникают как зачатие в бане, случайные связи, коллизии. Но они-то почему дали смысл? Ведь то, что утверждает у нас Шмуэль, он же, кстати, Самуил, то, что он утверждает, что смысл возникает только там, где все слова выстроились в одну длинную цепочку. И вот чтобы теперь нам это пояснить, говорится, но изначально она выпускалась как стрела. Изначально фраза выпускалась вся как стрела, но в ней внутри могли возникнуть цепочки, которые тоже дали свой локальный смысл, но они не есть вся фраза, они не есть то, что изначально выпускалось как стрела. Они есть части не изначального, а фрагменты промежуточного результата, промежуточной обработки информации, не изначальной фразы. Раввины учили бы случай с раби Ехушва бен Хананаей, который стоял на ступенях храмовой горы, и увидел его бен Зома, но не встал перед ним. Сказал ему Ехушва: «Откуда и куда, бен Зома?» Ответил он: «Я смотрел между верхними водами и нижними водами, и между ними всего 3 пальца, как сказано, и Дух Божий носился над водою. Подобно голубю, который парит над своими птенцами, не касаясь их», сказал раби Ехуша своим ученикам. Бен Зома все еще снаружи. И Ехошуа бен Хананиней. Посмотрите-ка. Яхве спасет. Бен – это сын милости Яхве. Яхве спасен, сын милости Яхве. Яхве – это волна, это распространение того, что мы нашли по всем остальным контекстам. С Яхве начинается, дает сына, и сын опять превращается в Яхве, который спасет. Это описание того самого рекурсии, рекуррентного процесса, когда возникают понятия, добавляются к информации, распространяются по контекстам, там складывается как будто что-то внутри, какая-то трактовка, которая кажется осмысленной, контекст говорит свое название, свое понятие, и оно добавляется к общей массе, и все это идет по кругу. Оцените очарование аллегорий. Рекуррентный процесс стоит на том пути, который ведет к результату, на лестнице, которая ведет в храм. Вот этот рекуррентный процесс спрашивает Бен Зому. Бен Зома, напомню, это множественные трактовки тех исходных слов, которые у нас получились. Эти трактовки пока еще не попали в контексты и не дали результата. Они не вошли еще в рекуррентный процесс. И откуда, куда Бен Зома? Я смотрел между верхними водами и нижними водами, между ними всего 3 пальца. Как сказано, Дух Божий носился над поверхностью вод. Верхние воды и нижние воды. И разделил воду сверху и воду снизу. Да? Когда речь идет о воде, вода на иврите – это еще и волна. Одна волна, которая распространяет информацию. Потом в контекстах появляются понятия. Вторая, которая распространяет информацию. Так это и есть стадии мышления. Между ними 3 пальца. Между этими водами. Так 3 пальца – это и есть 3 этапа, которые должны пройти, пока мы от одной фазы мышления, от одной мысли перейдем к другой. У нас есть 4 раввина. Мы начинаем с 1, заканчиваем 4 Акивой. И вот когда мы заканчиваем Акивой, начинается опять новый процесс. Новая информация, новая мысль, которая у нас возникает, или новое услышанное, и опять будет потом Акива. Между Акивой и Акивой 3 промежуточных этапа, 3 пальца. Между одной и другой волной. Так это видит множественность явлений, про которую говорится, что она еще снаружи. Она не зашла еще в этот рекуррентный процесс. И про нее-то можно сказать, что это и есть Дух Божий, многозначность смысла, которая витает над поверхностью вод. Подобно голубю, который парит над своими птенцами. Волна распространяется по коре, проходя над пространством контекстов, над птенцами. Но ведь и Дух Божий носился над водой. Было в первый день, а разделение вод во второй, как сказано, и да будет разделение между водами и водами, и сколько между ними.
Рав Аха-бар Яков сказал, как толщина нити. Раввины сказали, как толщина моста. Мар Зутра сказал, как две мантии, лежащие друг на друге. Другие говорят, как два сосуда, приставленные друг к другу. Посмотрите, как замечательно. Один говорит толщина нити, другой толщина моста. Другой говорит, что вообще-то это две мантии, лежащие друг на друге, а иные заявляют, что это два сосуда, стоящие рядом. И это все об расстоянии между водами и водами. Расстояние между одной мыслью и другой мыслью. А ведь это вопрос, по сути, а где начинается и заканчивается границы мысли? Например, есть границы слова, есть границы предложения, есть границы законченной какой-то фразы, абзац, скажем так. А есть границы книги, границы всего повествования. И вот для иллюстрации этого Талмуд использует, кто бы мог подумать, свиток Торы. Аха-бар Яков переводится «брат», «сын последовательности». Слова «братья», и все они сыны одной последовательности. Интервал между словами, как толщина нити, говорит он. Вот в свитке записаны слова, между ними расстояние, толщина нити. Раввины, быть многочисленными, возможно, фразы. Интервал между строками, как толщина моста. А дальше говорит учитель, Мар Зутра, младший учитель, так переводится с иврита. Младший учитель, но он же целитель. У нас появляется глава, связанный текст, который способен исцелить смысл, связав вместе разрозненные стихи, связав вместе раввинов. И когда появляется этот смысл, он все-таки младший учитель, потому что старший учитель – это книга целиком, когда можно связать между собой все главы и понять, о чем же вообще идет разговор. И вот когда мы доходим до вот этого младшего учителя, глава, как две мантии, лежащие друг на друге. Свиток сворачивается, одна страница пергамента ложится на другую, одна глава ложится на другую. И получается, как две мантии, лежащие друг на друге. Ну а когда мы доходим до масштаба книги, то получается, как два сосуда, приставленные друг к другу. Вот они, две половины свитка, которые всегда приставлены друг к другу. Вот так вот можно описать границы того, где начинается один смысл и заканчивается другой. Нету четкого, все зависит от контекста, все зависит от того, какой смысл мы в это вкладываем. Но две мантии, лежащие друг на друге, правда красивые. Ахер срезал насаждение. О нем Писание говорит: «Не позволяй устам твоим вводить плоть твою в грех». Что это было? Он увидел Метатрона, которому была дана власть сидеть и записывать заслуги Израиля. Сказал: «Учим, что наверху нет ни сидения, ни соперничества, ни затылка, ни усталости. Неужели, не дай Бог, есть две власти?» Ахер. Тот, который рвет ростки. Тот, который формирует промежуточные гипотезы. Тот, который пока еще не стал Акивой, тот, который еще пока не создал финального смысла. Он рвет гипотезы. И что нам позволяет проверить, что эта гипотеза дает некий связанный результат? Кто? Вот этот верховный судья. А я уже мельком говорил, как это все работает. Есть контекст, точка зрения. В этой точке зрения понятия, которые пришли, получили трактовки. И вот эти трактовки должны сложиться во что-то разумное. Но только как нам понять, что это разумное? А оно должно совпасть с памятью. Мы в памяти должны хранить уже пример подобной цепочки. Пусть не с этими конкретно словами, но конкретно, что есть объект, субъект, действие, что все вот это вот так вот определенным образом складывается память. Обратите внимание, что Метатрон – это измеряющий. Это есть оценка результата.
которому была дана власть сидеть и записывать заслуги Израиля. Память и записывает все наши заслуги. Заслуги – это еще и оценки, потому что мы не просто выбираем, а мы выбираем то, что нам действительно интересно, заслуженно. И тогда у нас и возникает результат, оценка. Слово, которое в контексте всплыло в связи с этим. И вот он говорит вот эту фразу: учим, что наверху нет ни сидения, ни соперничества, ни затылка, ни усталости. Все возникает внутри контекста. Там наверху есть только информация, которая распространяется. А вот уже в контексте появляется ее трактовка. Вот там уже она садится на свое место. Там она начинает заполнять слоты воспоминания и формирует. Начинается процесс работы мозга, но все это внутри. А там наверху ничего этого нет. Не дай Бог, есть две власти, заканчивается эта фраза. Потому что власть всегда одна, которая идет от Метатрона и которая говорит: только память. Критерий того, может такое быть или нет. Метатрона вывели и ударили 60 огненными плетьми. Сказали ему: почему, увидев его, ты не встал перед ним? Ему дана власть стереть заслуги Ахера. Вышел голос и сказал: возвратитесь, сыны-отступники, кроме Ахера. Конечно, этому тексту не откажешь в пренебрежении к читателю. Он даже не пытается маскироваться. Кстати, это в отличие от библейского текста. Библейский текст, его хотя бы можно читать напрямую. Пусть и кривовато, но там какой-то смысл есть. Библейский текст, скажем, быть без смысла. Талмуд на эту тему вообще не парится ни разу. Метатрона вывели и ударили 60 огненными плетьми. Когда по мозгу распространяется волна, то это волна кода. Вот приблизительно как это выглядит. Когда паттерн активности запускает вот такую волну тоже кода, которая распространяется, и вот этот код, приходя в какое-то место, и несет информацию. И вот эти огненные плети множество раз уже прошло у нас распространение информации. Итерационный процесс 60 раз прошел. И вот после этого спрашивается, почему Метатрон не встал перед Ахером? А потому что, может быть, и 60 раз недостаточно. Потому что итерационный процесс может продолжаться достаточно долго, пока мы, наконец, не найдем нужное и не поймем. А Ахер всегда промежуточный результат. И обратите внимание, ему была дана власть стереть заслуги Ахера. Потому что Метатрон, который оценка результата, должен отбросить все промежуточные толкования, оставив только финальный смысл. Все промежуточные заслуги, когда нам казалось, что мы уже сложили смысл, что, может быть, это даже окончательный смысл, все это будет стерто Метатроном. И вышел голос и сказал: возвратитесь, сыны-отступники, кроме Ахера. Все слова должны вернуться к своему исходному смыслу. Когда фраза говорится, за каждым словом стоит смысл. Но мысль изреченная есть ложь, слова потеряли теперь смысл, они ушли. И пройдя вот этот путь понимания, они должны вернуться, сыны-отступники. Все, кроме Ахера. Промежуточные результаты нас не интересуют. Промежуточные результаты – это та подсознательная работа мозга, которая остается нам неведома, которая нам и не нужна. Осознаем мы только смысл, финальный результат, к нам придет только Раби Акива. Упоминание сынов-отступников интересно еще и тем, что связывает этот рассказ с притчей, которую рассказал Христос в Новом Завете. Помните? Притча о блудном сыне. Когда два сына, старший и младший требуют свою долю, и отец делит между ними имущество, и тот отправляется, младший, и растранжирил все свое имущество, и кутил, и развратничал, а потом остался без денег, а потом скитался, а потом все-таки решил вернулся к отцу, и отец увидел и устроил пир по поводу его возвращения, и об этом узнал старший сын, и возмутился, что как же так, я все это время работал на тебя, я был рядом с тобой, а ты так радуешься тому, что вернулся этот младший сын. И отец ему ответил: сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
Речь о том, что в тексте или в фразе слова в их буквальном значении – это старший сын. Они всегда остаются с отцом, они никуда не деваются, они работают с ним. А вот смысл, аллегории, которые внутри текста, это исчезает, это уходит, и это может блудить, и это может притворяться совершенно разными смыслами, значениями, но только когда наконец-таки этот блудный сын вернется, вот тогда и надо устраивать настоящий праздник. Сказал Ахер: раз этот человек исключен из того мира, пусть наслаждается этим миром. Пошел Ахер в дурную культуру, встретил блудницу, она потребовала его. Она сказала ему: разве ты не Элиша бен Абуя? Он вырвал редиску из грядки в шаббат и дал ей. Она сказала: он Ахер. И вот пока не удалось понять еще смысл, пока еще Ахер. Я охереваю. Вот пока существует этот Ахер, мы можем получать удовольствие от того, что есть, от промежуточных, частичных пониманий. Тем более, что, как правило, мы именно этим и занимаемся. Когда у нас есть какая-то глубокая фраза, глубокая мысль, мы можем охватить что-то поверхностное и наслаждаться этим поверхностным. И мы тогда, когда идем к тому, что дорого простому народу, идем в дурную культуру, простую, понятную мысль, но там нам встречается блудница. А блудница, увы, но истинно блудница, ни с кем ей долго не лежится, писал Игорь Губерман. Информации, смысл этой информации, истинный смысл этой информации, которая спрашивает, не есть ли ты этот смысл? И тогда он рвет редиску в шаббат. Шаббат, 7-й день, который благословен, в который у нас Бог отдыхает, и после которого появляется Господь. Потому что все, что делает в первые 6 дней, делает Элохим, 7-й Элохим отдыхает, который Бог, а потом появляется Господь, который Яхве, который волна. Шаббат – момент распространения вот этого промежуточного результата, который должен дальше обработаться, выдать новый результат, и опять новый шаббат, и опять будет обработка, и так до тех пор, пока не появится финальный смысл. Почему евреям запрещено хоть что-то делать в шаббат? А потому что еще финального смысла нет, потому что они не понимают этот текст, они даже близко не знают, о чем там. Поэтому запрещено до момента, пока не придет Мессия. Вот когда придет Мессия, который, кстати, когда приходил, помните, по поводу шаббата как раз и приходился, что не человек для субботы, а суббота для человека, суббота-шаббат. В этом-то и есть принцип. Придет Мессия, отменит шаббат. Отменит вот эти промежуточные стадии обработки, в которых должна соблюдаться тишина, потому что рано еще заявлять о том, что найден смысл. И вот что делает Ахер? Он берет и срывает редиску в шаббат. Мелочь. И принимает это или выдает это за финальный смысл. Он нарушает правила ничего не делать в шаббат, он рвет тот самый смысл ростки и предлагает. Но только истинно блудница говорит о том, что нет, по размеру я вижу, маловат размерчик, что ты не смысл, ты Ахер, что на иврите ты другой. Спросил Ахер у раби Меира, после того, как вышел в дурную культуру, что значит «и это напротив того создал Бог». Ответил ему: все, что создал святой, благословен он, создал противоположное. Создал горы, создал холмы, создал моря, создал реки. Сказал ему Ахер: не так говорит твой учитель, раби Акива. Он говорит: создал праведников, создал злодеев, создал рай, создал гиену. У каждого есть 2 доли, одна в раю, другая в гиене. Праведник, если заслужил, берет свою долю и долю своего товарища в раю. Злодей, если виновен, берет свою долю и долю своего товарища в гиене. Сказал Рав Мишаршия: какой стих? Для праведников сказано: посему в земле своей вдвое наследуют, а для злодеев сказано: и вдвое разрушение сокрушит их. И вот уж, согласитесь, разговор-то ни о чем. Если только мы не понимаем, что это последовательный текст, и мысль продолжается, и нам сейчас говорится о том, что вообще-то всегда есть
прямое буквальное понимание, а есть смысл, который за этим стоит. И что на самом деле для фразы прямое буквальное понимание, вещь абсолютно необходимая. Вот как она звучит, эта фраза, так она и есть. Но только обдумав ее и поняв, мы можем найти скрытый за этим смысл. А как это сделать, нам как раз в этом тексте и объясняется. И вот если ты этот смысл найдешь, то текст, фразы, которые сказаны, превращаются в праведников. И оба тогда, будут в раю. А вот если смысл найден неверно, толкование, раввины дали какое-нибудь толкование дурацкое вот этому тексту, то оба будут в гиене огненной. Вот там они вместе и окажутся. И вот весь текст ровно об этом. И начинается весь этот разговор с Рабби Меира. А Рабби Меира переводится «свет». И речь идет о ясном, светлом, буквальном смысле. И вот эта буквальная ясность, которая, как сказано, возникла, когда Ахер вышел в дурную культуру. Она на вопрос о многозначности отвечает так, что все, что создал святой, имеет противоположное. Создал горы, создал холмы, создал моря, создал реки. Но при этом он не говорит о противоположном, он не говорит об аллегории, которая за этим стоит, о чем-то совсем другом. Он говорит, по сути, о синониме, что любое слово должно означать что-то совершенно близкое по смыслу. Ну, не горы хорошо, так холмы, ну, не моря, так реки. И на это уже Ахер приводит слова Акивы, того самого раба Акива, который смысл, о том, что нет, все это не так, что слово и аллегория не должны быть похожи внешне. А потом, говорится, сказал Рав Мишаршия. А Мишаршия – это проникать вглубь, это скрытый смысл. И вот он-то как раз потом и сказал, посему в земле своей вдвое наследуют. Земля, которая наследуется, это и есть текст. Прямое понимание этого текста и аллегорическое, и оба будут праведниками. А если неправильно истолковать? И тут мы приходим, кстати, к такой замечательной вещи. У меня есть на эту тему отдельное видео, что рай-то и ад, райский сад и гиена огненная – это все одно и то же место. Это библейский текст. Но только если ты его понимаешь, это райский сад, парадес. А вот если ты не понимаешь о чем-то, то это ад. И в этом аду вот все, что описано, и исполняется. И вот там все эти грешники, слова текста, которые варятся в котлах этой масоретской огласовки, и евреи-то тыкают в них вот этой палочкой, когда читают, это и есть те самые вилы, которыми черти их, грешников, наказывают. Там большое видео, стоит его посмотреть. Спросил Ахер у Рабби Меира, после того, как вышел в дурную культуру, что значит не сравнить с ней ни золота, ни стекла, и замена ее сосуд из чистого золота? Ответил ему, это слова Торы, которые трудно приобрести, как сосуды из золота или чистого золота, но легко потерять, как стеклянные сосуды. Сказал ему Ахер, не так говорил твой учитель Рабби Акива. Он говорил, как золотые и стеклянные сосуды, даже если разбиты, могут быть починены, так и мудрец, даже если согрешил, имеет исправление. Сказал ему Меир, вернись и ты. Ответил ему, я уже слышал из-за завесы, возвратитесь, сыны-отступники, кроме Ахера. Не сравнить с ней ни золота, ни стекла, и замена ее сосуд из чистого золота – это Тора. Но это и есть вот этот текст. Пятикнижие, Танах, иногда Тора называют весь Танах. Это не буквальная запись Тора, а только сосуд для аллегорий, сосуд из золота. И теперь уже в открытую объясняется, что это слова Торы, которые трудно приобрести, как сосуды из золота или чистого золота, но легко потерять, как стеклянные сосуды. Достаточно взять и огласовать текст. Я много раз говорил, текст Торы или Торы. Если на иврите слово «закон», ударение на последний слог, тогда Тора. И вот если огласовать этот текст, а он написан консонантно, без использования гласных, то
фиксируются имена. А вы видите, все имена говорящие. Каждое имя четко указывает на персонажа и на его значение. А если гласных не ставить, у каждого слова появляется по несколько вариантов прочтения. А если огласовать неверно, то ты потеряешь возможность понять правильно, о чем там. Вот это и есть разбить этот сосуд. Но дальше говорится, что все-таки есть мудрецы. И мудрецы, оказывается, могут ошибаться. Мы не застрахованы от ошибок. И они могут потом обратно этот сосуд склеить. Все можно вернуть на место. Надо только отказаться от убеждения, что мазорецкая огласовка одна единственная возможная, единственная верная. И тогда разбитый сосуд можно будет склеить обратно. Раввины учили. Был случай с Ахером, который ехал на лошади в шаббат, а Раби Меир шел за ним, чтобы учить Тору из его уст. Сказал ему Ахер: «Меир, вернись назад, я уже измерил копытами моей лошади предел шаббата». Сказал ему Меир: «Вернись и ты». Ответил ему: «Разве я не сказал тебе, что слышал из-за занавеса? Возвратись, сыны-отступники, кроме Ахера». И вот был случай с Ахером, который вот эти рвать ростки, отдельные обрывочные мысли, которые еще не доросли для того, чтобы сформировать полный смысл. И вот эти отдельные обрывочные фрагменты, они порождают разбитый сосуд, мазорецкую огласовку. И вот шел за ним Меир, ясность, попытка понимания, шла за ним, чтобы учить Тору из его уст, чтобы найти смысл в той огласовке, которую Ахер предлагает. И Ахер ему говорит вот эту замечательную фразу. Ахер говорит: «Меир, вернись назад, я уже измерил копытами лошади своей пределы шаббата». Мы же говорили, шаббат – это процесс того самого рекуррентного понимания, когда у нас идет рекурсия, но пока она еще не дала конечного результата. Но Ахер этого не знает. Ахер считает, что он уже нашел ответы. И он уверен, что он уже измерил границы шаббата. И предлагает Меиру вернуться назад, потому что больше искать здесь нечего. Больше другого смысла. Он говорит: ты здесь не найдешь. На что Меир ему отвечает: вернись и ты. Что означает: а давай-ка мы сбросим вот эти промежуточные гипотезы, которые не дали результата, где мы уперлись. Давай мы теперь заново попробуем что-то другое. Нам не хватает какой-то ввода, не хватает новых точек зрения, каких-то контекстов. Но он говорит: нет. Потому что, да, он слышал зов, призыв вернуться обратно, что должны вернуться сыны-отступники. Тот потерянный текст, те потерянные слова, имена должны вернуться, он это слышал. Но только кроме Ахера. Говорят ему, потому что Ахер – это и есть то самое мазорецкое понимание. Вот такой вот мы взяли, рассмотрели фрагмент текста. И надеюсь, я смог вас убедить, что он абсолютно логически связан, что это текст, который учит сам о себе, который говорит, как его понимать, который рассказывает, как работает мозг, и который на самом деле смеется над евреями, смеется над раввинами, которые пытаются изучать Талмуд, абсолютно не понимая, что там искать. Выхватывая оттуда отдельные кусочки, выхватывая оттуда отдельные фразы. У меня был такой забавный опыт разговаривать с человеком, который считает, и не просто себя считает, его считают большим знатоком Талмуда, специалистом, ученым, который пишет статьи на эту тему, и который объяснял мне, что нет, не надо к Талмуду так относиться. Талмуд – это некий полет мыслей еврейских ученых, где не надо искать логику. Ни в коем случае не надо искать логики. Надо просто проникнуться духом того, о чем они говорят. У них перескакивает мысль с одной на другой, и каждая их фраза – это просто целый космос, который надо толковать отдельно от остальных. И есть какой-то внутренний логический переход от фразы к фразе, который только им одним ведом, но если ты погрузишься в их мироощущение, ты начнешь эту внутреннюю суть не даже понимать умом, а чувствовать. Вот так вот поэтично.
Исследователи Талмуда объясняют его бредовость, потому что этот текст абсолютно бредов. И это не специально выбранный какой-то мною фрагмент, чтобы вам показать, смотрите, абсолютно все. Вот эти тома, которых там сколько, по 2 десятка, да, которые, вот эти тома, все испещрены текстом, который ничем не лучше вот этого. И все они, эти тексты, абсолютно прекрасны. Все они фантастически красивы, потому что там подробнейший рассказ обо всем на свете. О мозге, о природе, о библейских текстах, об их написании, о принципах чтения этих текстов, о правилах, малейших нюансах, деталях, потому что как библейский текст, инструкция по построению сильного искусственного интеллекта, то Талмуд – это комментарии и разъяснения, если ты чего-то там не понял, как тебе теперь из вот этого найти подсказки. Потому что библейский текст очень краток. Иногда понять его очень трудно без того, чтобы обратиться вот к этим подсказкам, где, согласитесь, все гораздо проще. По крайней мере, сопоставляя одно с другим, ты можешь найти ответы. И вот теперь, если вернуться к тому, с чего начинали, ведь смотрите-ка, перед нами совершенно неуместный артефакт. Там, где мы не ждали, рассказ о работе мозга, там, где мы не ждали, описание принципов, которые заставляют нас размышлять, думать, обрабатывать информацию. Вот уж действительно неуместный артефакт. Но, вы знаете, все еще удивительнее. Дело в том, что, вспомните, Станислав Лем, Солярис, вот он. И там ведь разговор-то о мозге, потому что есть разумный океан, планета мозг. И исследователи, которые пытаются понять природу этого феномена. И 4 исследователя, из которых первый умирает, второй запирается у себя в лаборатории, там и что-то сходит с ума, третий начинает проводить эксперименты, и только 4, избавившись от хари, которая к нему вот так вот когда-то прилипла, и невозможно было от нее оторваться, избавившись от буквального, банального, прямого понимания, там, от первой мысли, которая пришла к тебе в голову, вот тогда он только высаживается туда, на планету, на разумную планету. Так это же пересказ абсолютно этой истории, истории 4 раввинов. И даже гости, которых каждому присылает этот разумный океан Солярис, эти гости – это и есть мысли, которые приходят в голову, те самые промежуточные гипотезы, и среди них та самая хари, прямое понимание, которое приходит и от которого практически невозможно отвязаться. Это об этом. Если бы только это было об этом. А вспомните Руслан и Людмила. Мысль, которая начинается, проходит определенный путь, а потом заканчивается. И вот Людмила, которая похищена, и 4 отправляются туда, за этой Людмилой. И первый, Рогдай, умирает, а второй, Ратмир, попадает в замок, полный прекрасных дев, и сходит с ума от такого многообразия и обилия. Следующий, Фарлав, отправляется сначала к себе что-то растить, а потом он пытается убить Руслана, Фарлав. И этот Фарлав Людмилу-то приносит, но только спящую, да, неверную гипотезу всегда и приносит первым Фарлав. А потом уже Руслан, который ее оживляет, и опять свадьба. С чего начиналась, тем и заканчивается. Так это и есть описание процесса мышления. Там каждая деталь прекрасна. Я скоро сделаю разбор Руслана и Людмилы. Это потрясающая вещь. А уж чего только стоит там лукоморье. Я не знаю, существует ли что-то более великое, чем вступление к Руслану и Людмиле. И все это абсолютно неуместные артефакты. Потому что я покажу в скором времени, что в библейском тексте мы находим рассказ о работе мозга, причем рассказ на уровне, который объясняет вот те самые большие языковые модели, которые нам сейчас помогали, они на этих принципах и построены. Там описывается физиология мозга, там описаны детали, как он устроен. И то, что кажется изначально странным, потом вдруг начинает вставать на место.
Вот эти все приключения библейских персонажей, героев вдруг оказываются просто описанием алгоритмов. Но зачем это надо? Что за этим стоит? Вы знаете, мы скоро будем говорить об Иисусе Христе, о Новом Завете. Мы поймем, почему Он родился там, родился в Вифлееме, в доме хлеба. Почему дальше ему пришлось бежать от Ирода в Египет родителям, чтобы его спасти? Почему было избиение младенцев? Мы поймем, почему потом он был в Назарете, город Назареев, которые должны растить волосы, а потом, если столкнуться, не дай Бог, с чем-то мертвым, надо эти волосы остричь и растить их заново. Что такое, почему был, кто такой Иоанн Креститель, который родился раньше, чем Иисус, и почему он крестил Иисуса и при этом говорил: да я сам у тебя креститься должен. Почему Иоанна Крестителю отрубают голову? Почему Иисус Христос? Что такое испытание в пустыне? Что? Мы все это пройдем. И уже, наверное, сейчас вы чувствуете, что история, которая там будет рассказана, все ее малейшие детали, и оживление мертвых, и хождение по воде, и переселение бесноватых свиней, все это на самом деле та же самая история, только рассказанная с другой стороны. Более того, 4 Евангелия – эта история рассказана с 4 разных сторон. И рассказана так, что мурашки по коже. Это величайший текст из всех когда-либо написанных. И вот нам скоро предстоит все это понять, все это пройти, во всем этом убедиться. И у вас самый главный вопрос, как всегда, а зачем все это? Кому и когда понадобилось шифровать знания, да шифровать еще таким каким-то иезуитским способом, что да не поймешь ты их, не поймешь. Но только не поймешь до поры до времени. А раньше времени не поймешь. Как там в сказках, нельзя лягушачью шкурку раньше времени сжигать, а то несчастье придет. В описании к видео будет ссылочка на видео. Моя гипотеза о смысле существования человечества в этой вселенной. Возможно, кто-то придумает лучшее объяснение, но у меня пока вот такое видение о том, что происходит. Короче, мы сейчас живем в удивительное время. Мы живем во время, когда этот текст возвращается. Это и есть приход Мессии, того самого примирителя. Почему он называется примиритель? Да потому что Раби Акива – это и есть тот, который держит за пятку, когда возникает последовательность идущих следом, последовательность мысли, которая берет и примеряет все слова в фразе, которая примеряет фразы в предложении, которая примеряет абзацы в тексте. Вот когда все это складывается в единый смысл, вот это и есть приход примирителя. Это и есть Мессия. Мессия по-гречески Христос. Помазанник, если перевести это. Помазанник. Помазанник потому что возникает масло. Как по маслу гладко все идет. Но только у масла есть одна большая разница с водой. Воды сверху, воды снизу. Вот идут эти воды. И возникает масло, которое не смешивается с водой, которое образует отдельный слой на поверхности всего этого, которое ходит по воде. Вот это и есть разница. И когда в церкви есть две вещи, хотят осветить, обрызгивают водой, но на царство уже помазание, уже масло. И вот скоро этот помазанник к нам появится во всей его красе. Появится доказанный, потому что одновременно с этим наука совершила фундаментальнейшие прорывы. Мы сейчас уже очень много знаем о нейрофизиологии мозга, о том, как происходят мыслительные процессы, многое смоделировано, многое показано, многое опубликовано. И есть уже, можно говорить, практически сильный искусственный интеллект, который нас окружает. Вот эти большие языковые модели и их производные. И это и есть доказательство того, что разговор-то у нас идет о настоящем Мессии, а не поддельном. Как говорил Раби Акива,
Когда дойдете до плит чистого мрамора, не кричите «вода, вода». Короче, спасибо за внимание.